Сегодня мы поговорим о мифах и народных методах лечения рака с комментарием врача-кардиолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна, все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Первый миф – сахар питает опухоль. Опухоль избыточно делится, но не потому, что питательные вещества в первую очередь получают новообразование. Энергетические молекулы распределяются равномерно по организму. Надо понимать, что не сахар провоцирует рост опухоли, а в принципе неправильное питание и ожирение повышают риск онкологического заболевания, особенно у женщин в менопаузе. Второй миф – углеводы провоцируют плохую переносимость химиотерапии. Полностью исключать углеводы из рациона не нужно, они входят в состав сбалансированного питания. В ходе химиотерапии питание должно быть правильным, как и во все остальное время. В период снижения лейкоцитов в крови все продукты должны проходить термическую обработку. Из рациона необходимо убрать субпродукты и продукты, подвергавшиеся многократной разморозке и заморозке. Кроме того, пациенты с сахарным диабетом и ожирением вне зависимости от химиотерапии должны придерживаться определенных принципов в питании и следить за гликемическим профилем. Третий миф – рак можно вылечить народными методами. Не существует исследований, подтверждающих эффективность таких способов лечения. Более того, для каждого вида рака подбирается специфическая схема терапии. Врачи знают, как взаимодействуют различные препараты. Если в схему лечения проникает какой-то новый элемент, то реакция организма может поменяться. Четвертый миф – раковые клетки погибают от соды. В кишечнике сода нейтрализуется соляной кислотой, а введение препарата внутривенно чревато серьезными последствиями. В последнем случае человек может впасть в кому. Экспериментировать с лечением нельзя. Все изменения в его схеме необходимо обсуждать с врачом. Пятый миф – после химиотерапии организм нужно очищать сорбентами. Во время химиотерапии следят за всеми лабораторными показателями. Если что-то идет не так, то дозировка препаратов корректируется и назначается соответствующая терапия. Очень важно, чтобы химиотерапия в организме отработала полный цикл. Если пациент пытается чистить свой организм, он снижает эффективность терапии. Шестой миф. Рак заразен. Нет, рак не является заразным и не передается от человека к человеку. Заболевание развивается в органах или тканях тела из-за внутренних биологических процессов. Следовательно, онкологией невозможно заразиться. Да, существуют инфекционные агенты, такие как вирусы, например, вирус папилломы человека, гепатита В и С, которые могут увеличить риск развития некоторых видов онкологии. Тем не менее, сам рак не распространяется путем взаимодействия с людьми. Седьмой миф. Рак всегда передается по наследству. Хотя генетическая предрасположенность может повысить риск развития рака, большинство случаев онкологии не связаны с наследственностью. Куда опаснее воздействие внешних факторов, таких как курение, неправильное питание, воздействие канцерогенов. Лишь в 15% случаев причиной действительно считается именно наследственность. Восьмой миф. Рак всегда смертелен. Онкологические заболевания действительно опасны, но если вовремя обнаружить заболевание, шанс благополучно продолжить жить очень высок. Поэтому доктора так часто говорят о важности профилактических осмотров и диагностических мероприятий. История каждого человека индивидуальна. На течение болезни влияет масса факторов. Девятый миф. Здоровый человек не может заболеть раком. Онкологические заболевания – это заболевания многофакторные. Причины, вызывающие развитие заболевания, изучаются до сих пор. В первую очередь опухоли образуются от генетических мутаций, поломок в ДНК клеток. И происходит это спонтанно. Даже люди, ведущие здоровый образ жизни, подвержены риску развития рака. Факторы, такие как генетика и воздействие окружающей среды, могут сыграть роль в возникновении болезни, несмотря на общее хорошее здоровье. Помните, что рак, выявленный на ранней стадии, излечим. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!